Всем привет! Меня зовут Наталья. Добро пожаловать на мой канал. Пришло время нам с вами, мои дорогие, сверить часы и, наконец-то, определиться с формулой повседневного образа, следуя главным трендам и самым модным тенденциям осень-зима 2025-2026. Благо, все водные давно известны, ведь презентации новых коллекций на холодный сезон прошли еще ранней весной. А на моем канале мы внимательно следили за всеми шоу. И вот сегодня вместе попробуем подвести итоги. Что станет важным ориентиром при составлении модного гардероба? Какие фэшн-рекомендации не позволят нам оказаться за бортом стиля? Как нам при случае не ошибиться с выбором очередной обновки и утеплиться со вкусом? Вопросов много. Давайте более подробно во всем этом разбираться. В комментариях к видео, друзья, вы легко сможете дополнить мой список топовых трендов. Так будет даже интересней. Приятного просмотра! Мы начинаем! И первым важным моментом я отмечу абсолютную любовь всех брендов к меховым изделиям. На подиуме нынче случился настоящий меховой бум, потому что практически в каждой коллекции теперь есть хотя бы одна меховая вещица. Да, мех снова вернулся. Этот факт нельзя не заметить. Сколько же лет мы с ним то мирились, то расходились. И вот он опять полноправный участник модных показов. А к тому же мех определенно становится статусным символом. Что ж, долгое сдерживание ранее и практически отказ от пушистой теплой фактуры сыграли с модной индустрией, да и с нами злую шутку. В новом сезоне мохнатые меховые акценты готовы жадно поглотить наш гардероб, не оставляя шансов на отказ. Как результат, на фэшн-показах появились шубы оверсайз всех мастей, брюки и юбки, накидки, горжетки и длинные шарфы, а еще шапки-ушанки, меховая обувь, сумки и рюкзаки. Здесь стоит заметить, в фаворитах сегодня искусственный мех. Как же иначе? Ни один зверек при производстве этих теплых вещей не пострадал. По крайней мере, так нас заверяют модные бренды. В этом сезоне они хором отказались от натурального меха и сменили соболь, норку, каракуль на стриженную овчину. Часть меховых нарядов была перешита из найденных в закромах так называемых винтажных изделий. А вот любая экзотика в виде леопарда и зебры – лишь хорошая искусная имитация, которая лучше всех получилась у Роберто Кавалли, Дольче Габбана, Бальма. Если вы не готовы наполнить в своем шкафу меховой беспредел, попробуйте включить мех в аутфит в малых дозах, но с огоньком. Например, пусть это будут меховые хвосты, которые, ко всеобщему удивлению, оказались среди главных фаворитов сезона. В коллекции дома Клоэ их, а также очаровательные помпоны, мохнатые брелоки закрепили на модных нарядах длинными золотыми цепочками. У Пако Рабан пушистые хвостики дополнили подолы платьев и пальто. Бренд Acne Studio украсил ими сумки. Следующая популярная фишка в гардеробе на холодный сезон – многослойность. И этот прием не столько про эстетику, сколько про функциональность, что особенно актуально в условиях нашего климата. Прекрасный пример того, как объединить стиль и практичность. А почему бы и нет? Это удобно и дает нам возможность комбинировать вещи до бесконечности. Образ получается не гладкий, отутюженный, правильный, а живой, пусть и немного небрежный. Словно визуальный дневник нашего настроения. Сегодня дизайнеры озвучили нам отличное правило. Мы можем наслаивать все, что только придет в голову. То есть в легкую сочетать как несколько одинаковых по сути вещей, так и намеренно комбинировать, казалось бы, несовместимую одежду. Смело миксуем прозрачное с мехом, кожей или денимом, грубую шерсть с гладким шелком, надеваем рубашку и не одну поверх свитера, блузу с рюшами под спортивную куртку, а пальто на стеганый жилет. Лучшие идеи подсмотрим у бренда Maxwell, Правил Гурун, Эшлин и многих других. Например, Антеприма комбинирует сразу две спортивные куртки. У Missoni к двум свитерам с высоким воротом рекомендуют добавить еще и кардиган. А в образах марки Sportmax две шерстяные рубашки. Что ж, когда дизайнеры так настойчивы, я думаю, стоит прислушаться. Акцент на талию. В наступающем холодном сезоне тренд стал одним из самых заметных и самых спорных. Сегодня бренды довольно серьезно обратили внимание на приталенные фасоны одежды. В ход идут и туго затянутые пояса, и хорошо продуманный крой. Вот только участники модных показов так и не пришли к единому решению фундаментального вопроса – где будем делать талию? Ведь в нынешней моде она такая неуловимая, как капризная дама,
столько раз меняла свое местоположение. Наверное, она уже и сама не знает, где ей полагается быть. То линию талии возносит к груди, как в эпоху ампир, то опускает к самым бедрам, будто она провинилась. В общем, из года в год бренды буквально бросаются в крайности. Но иногда, к огромному счастью и радости, дизайнеры позволяют побыть талией там, где ей действительно удобно, на своем законном месте. Сегодня мода, как маркетолог, анализирует наши потребности и предлагает солидный выбор. Ведь главное не в том, где находится талия, а как мы себя в этом чувствуем. Так что, мои дорогие, не торопитесь носить исключительно низкие джинсы, словно случайно сползающие брюки и юбки, либо, напротив, вещи со сверхвысокой посадкой. Следуя модным тенденциям, не забывайте о личном комфорте и практичности. Да, верность стилю оверсайз все еще можно хранить. Хотя отрицать высокую популярность в коллекциях многих брендов силуэта New Look у нас никак не получится. Следующий тренд как бы плавно вытекает из предыдущего. Из модных аксессуаров в лидерах ремни и пояса, которыми в частности вы всегда по своему желанию и без особых усилий обозначите линию талии. То есть будете носить по прямому назначению. А можно использовать ремни как декор, расставить с их помощью в образе яркие акценты. Чем больше, тем лучше. Самая модная опция – пояс поверх абсолютно любой одежды, будь то объемная шуба, вязаный кардиган или нарядное платье. Хотите – затягивайте потуже, вдохновляясь строгим парижским шиком Hermès, Louis Vuitton, Balmain или Rabanne. Хотите – сдвигайте ремень пониже, по примеру Chloé, Stella McCartney, Dolce Gabbana, Victoria Beckham. На показе коллекции бренда Dsquared братья-дизайнеры Кейтены даже рекомендуют носить энное количество ремней вместо топа. А еще ими можно опоясать не только себя, но и сумку. Такой вариант предложил Дом моды Schiaparelli. В этом сезоне что-то уж очень мало места на подиуме оставили минимализму и скромности. Среди самых заметных и смелых трендов я бы отметила глубокий V-образный вырез. Он встречается буквально в каждом модном гардеробе на осень. У Дженни, Том Форд, Майкл Корс – это строгие пальто и жакеты с дерзкой геометрией. Платья, которые сочетают деловой стиль с провокацией. Но главное здесь не конкретный предмет одежды, а сам прием, меняющий характер наряда. А эта вещица с легкой подачей дизайнеров вдруг перестала принадлежать исключительно домашней капсуле. Речь идет о халате. Он сегодня идеально вписался в модную философию, где комфорт не антоним шика, а его новая формула. Что-то вроде тихой роскоши, но с иным настроением, и носит название «ленивая роскошь». Это про простые, элегантные образы, которые как будто сложились сами собой. Еще недавно халат считался одеждой для дома, а теперь уверенно перешел в разряд must-have для стильных будней. Вязаный Total Look. В данной модной тенденции как нельзя лучше воплотились чувства комфорта и максимальный уют. На мой взгляд, одно из самых универсальных решений для прохладной поры. В этом вопросе бренды постарались угодить всем без исключения. Они умело играют с оттенками и узорами, либо делают удачную ставку на монохром. Лично мне понравились все вариации, начиная от ярких трикотажных нарядов Антеприма и Луиза Спаньоли до многослойных меланжевых Тотс и Миссони. Мне без разницы, как я выгляжу. Да, и такой вот тренд на расслабленные образы без заморочек активно проявил себя в этом сезоне. Следовать ему или нет – личное право каждого. Но многие бренды действительно предлагают нам меньше переживать по поводу внешнего вида. Помятые ткани, спутанные волосы, незастегнутые воротнички, намеренно неправильно надетые вещи – простор для фантазии не ограничен. Зеленый свет данному направлению в моде дает Miuccia Prada, предложив неожиданный, выпадающий из общепринятых критериев красоты гардероб. Как результат, получаем образ ненарядной девушки, не желающей соответствовать установленным обществом правилам. Конечно, в любой стилистике можно случайно переборщить. Но здесь звучит разумная мысль. Иногда стоит чуть меньше переживать из-за внешнего вида и просто получать от жизни удовольствие. Название следующей актуальной тенденции я озвучу как «модный винтаж». Более точно, это видавшая виды кожа.
То есть в идеале ваша кожаная одежда должна быть с заметными потертостями и ни в коем случае не выглядеть глянцево новой. Дизайнеры абсолютно уверены, любые вещи из кожи с годами становятся только лучше, приобретая за счет износа невероятно красивый эффект. Но если состаренный вид одежды вам не по вкусу, то обращаем внимание на хорошие копии фасонов из прошлого. Сюда же в копилочку добавлю еще один микротренд в виде расцветки под кожу питона. Можно включить в свой наряд как одну акцентную деталь, так и повторить Total Look из линейки на осень под маркой Spotmax или Gabriela Hearst. А еще, мои дорогие, наполняя стильными новинками свой гардероб, не забываем про модные украшения. Судя по прошедшим показам на подиуме, они снова в центре внимания. В лидерах – броши. Массивные или поменьше – не имеет значения. Одинаково эффектно выглядят как миниатюрные варианты для легкого акцента, так и более крупные аксессуары, забирающие полностью все внимание на себя. Носить хорошо базово, на груди. Брошь-булавка украсит лацкан жакета, скромный свитер или повседневное трикотажное платье. Ее можно использовать в качестве застежки на талии для верхней одежды. А если возникнет желание добавить образу нестандартности, попробуйте закрепить брошь на обуви, как это сделала Тори Бёрч. Получится неожиданно и очень даже интересно. На этой прекрасной ноте будем прощаться, друзья. Надеюсь, вы не забудете черкнуть пару слов в комментариях, подписаться и поставить лайк. Это как маленькая порция доброты. Вам не трудно, а мне приятно. Главное в погоне за трендами – оставайтесь собой, и пусть на душе даже в самый незадачливый и непогожий день будет тепло и спокойно. Встречайте каждое утро с улыбкой и только в позитивном, солнечном настроении.